В Новосибирской области произошла шокирующая авария. Мигрант за рулем «Лексуса» сбил двух школьников на мопеде. Водитель автомобиля двигался с явным превышением скорости. Местные СМИ сообщают, что нарушитель непростой человек, он из состоятельной семьи и имеет связи, и за него, вероятно, вступится диаспора. Недаром на месте происшествия он кричал окружающим «Я авторитет». Теперь люди боятся, что агрессивный иностранец останется безнаказанным. Обо всем этом и расскажем в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ужасная авария с участием мопеда и черного «Лексуса» произошла в городе Табучине Новосибирской области. В регионе практически ежедневно фиксируются ДТП с участием детей, но это происшествие вызывает особую тревогу. По словам очевидцев, дорогая иномарка на большой скорости неслась по дороге, будто соревнуясь с другим автомобилем. За рулем был известный в городе мигрант по имени Эдик. На повороте у магазина «Лексус» вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой мопед, которым управлял 15-летний подросток. А за его спиной сидел еще один юный пассажир. От сильного удара капот автомобиля буквально припечатался к мопеду, а дети разлетелись в стороны. Один из подростков сразу потерял сознание, другой же кричал от боли. От удара мы упали. И тут из машины выбежал дядька и начал нас громко материть. Подбежал к моему другу, потом ко мне и так орал, что мне казалось, что он нас начнет прямо сейчас пинать ногами и добивать нас, вспоминает пассажир мотоцикла Иван. Случайные прохожие стали свидетелями этой ужасной картины. Они заметили, что виновник аварии пытается завести автомобиль и скрыться с места происшествия. Однако ему преградили дорогу. Один из мужчин не сдержал эмоций и ударил мигранта по лицу. Люди вызвали скорую помощь и полицию. Владелец автомобиля тем временем пытался давить своим авторитетом. Местные жители знают его как сына владельца кафе «Шашлычный» в центре города, но подозревают, что дорогая машина – это результат доходов от какой-то другой деятельности, связанной с цыганами. Пока неотложка ехала, вокруг уже собрался народ. На защиту Эдика прибежала толпа цыган и еще какие-то азиатские соотечественники. Было около сотни человек. Там все кричали, ругались, родственники детей приехали. Некоторые наши мужики пытались набить морду Эдику, который внешне выглядел совсем неадекватно, у него были совсем стеклянные глаза. Брат Эдика схватил биту и ударил по ногам отца пострадавшего мальчика, кричал, что сейчас достанет пистолет и всех перестреляет. Началась полная неразбериха, рассказали журналистам табучинцы. Пострадавших мальчиков срочно госпитализировали. Больше всего пострадал водитель мопеда, у него многочисленные травмы и крайне тяжелое состояние, он уже перенес несколько операций. Врачи приняли решение транспортировать мальчика на вертолете санавиации в Новосибирск. У второго ребенка также зафиксированы многочисленные травмы. Происшествие оформлялось нарядом ДПС, который зафиксировал, что «Лексусом» управляла девушка. А дальше началось самое интересное. Женщина, предположительно находившаяся за рулем чужой машины, оказалась любовницей Эдика. Но самое главное, свидетели утверждают, что на момент аварии ее даже не было в автомобиле. Люди видели, что она по звонку своего друга приехала туда на своей машине, припарковала ее у соседнего магазина, перешла спокойно дорогу, и пока все там ругались и дрались, села за руль, рассказала журналистам Валентина, мама пострадавшего подростка. На одном из видео с места происшествия можно ясно видеть, как женщина аккуратно пробирается на водительское сиденье иномарки. Лишь после этого ее заметили и потребовали покинуть машину. К тому же видеозаписи с этой аварии внезапно исчезли из всех местных телеграм-каналов. Очевидцы рассказали журналистам, что прямо на месте представители диаспоры изымали у людей телефоны и требовали удалить снятые кадры. Вся городская общественность обсуждала скандальную ситуацию, но больше всего жителей Сибири возмущает тот факт, что после столь серьезной аварии Эдик продолжает ездить на своем «Лексусе» с огромной скоростью и до сих пор не извинился и не предложил помощь пострадавшим семьям. Этот факт привлек внимание Следственного комитета по Новосибирской области. Руководитель управления немедленно создал следственно-оперативную группу и назначил проверку. Следователи выяснили, кто действительно был за рулем иномарки, которая сбила подростков на мопеде. Шумное уголовное дело, инициированное спустя неделю после жесткой автоаварии, получило продолжение. Накануне следователи задержали женщину, подругу местного авторитета 37-летнего Эдика, которая ранее утверждала, что находилась за рулем «Лексуса» в момент ДТП. Еще был задержан и сам владелец иномарки, тот самый Эдик. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям было установлено, что за рулем автомобиля находился житель Табучина.
Изначально фигурант по делу утверждал, что автомобилем управляла его знакомая. Впоследствии женщина стала это отрицать и призналась, что оговорила себя, прокомментировали в СК по Новосибирской области. Мигранта отправили в местное ИВС до суда по избранию ему меры пресечения. Тем временем в Табучине группа местных жителей и общественников собралась у администрации района, надеясь на поддержку властей. У нас много вопросов. Нам стало известно, что в одном из кафе города была стрельба и драка местных парней и группы цыган. В ней, по рассказам многих очевидцев, фигурировал Эдик. Потом дело, которое расследовало МВД, затихло, и никто не знает, понесли ли виновные наказания, рассказал журналистам табучинский активист. ЧП 21 июля показало, что терпение у народа иссякло. Мы уверены, что местная полиция и прокуратура покрывают Эдика, и ему все сходит с рук. Мы рады, что по нашей аварии с детьми дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству журналистов. Творится полное беззаконие, мы боимся, что будет дальше. Большие надежды возлагаем на Следственный комитет, который реально проделал огромную работу, возбудил дело и показал нам, что закон все-таки существует. Если снова попытаются все замять, то мы будем писать обращение Александру Бастрыкину, говорили тогда родители пострадавших подростков. Жители многострадального села Киик, где также активно работает Следственный комитет из-за массовых жалоб на беспредел мигрантов, утверждают, что Эдик тесно связан с диаспорой и причастен к событиям в их селе. Казалось бы, судьба табучинского авторитета среди цыган и мигрантов предрешена, путь за решетку. Но ситуация оказалась намного сложнее. Днем 31 июля по городу начали распространяться слухи, что дело о ДТП, возбужденное Следственным комитетом, может быть передано местному МВД. Эту инициативу якобы продвигает прокурор Табучинского района. Ситуация выглядит довольно странной. С одной стороны, расследование подобных аварий действительно является делом полиции, но на практике Следственный комитет нередко берет на себя такие дела из-за медлительности МВД или большого общественного резонанса. Эти слухи порождают неизбежные вопросы. Если они правдивы, то почему прокуратура так спешит передать полиции столь резонансное дело? Полиция имела достаточно времени хотя бы установить личность реального водителя, но никто даже не торопился возбуждать дело. Честно сказать, когда у нас забирают материалы проверки или сразу возбуждают комитетские, то все только рады. В практике я не помню случаев, чтобы мы бились за возврат дел в МВД, поделился опытом сотрудник полиции. У табучинцев возникает огромное недоверие к объективности работы местных полицейских и надзорных органов. Заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на 1 августа. И мы тут все понимаем, что если МВД не предоставит оснований для заключения под стражу, а прокурор поддержит более мягкую меру, то Эдик выйдет завтра на свободу. А мы живем в небольшом городке, где все друг друга знают, и он знает, кто давал показания по аварии, кто был свидетелем. Он несколько раз проезжал на своем «Лексусе» мимо места происшествия, где как раз допрашивали очевидцев. Этим людям и детям теперь переезжать? Возмущаются табучинцы, которые просят не указывать их имен и фамилий, боясь расправы. И, как теперь стало известно, прокурор забрал дело у Следственного комитета и отдал его в МВД. Табучинский районный суд по ходатайству следователя МВД рассмотрел вопрос о мере пресечения для фигуранта уголовного дела по факту ДТП с подростками. Заседание неожиданно сделали закрытым и выпроводили за дверь всех журналистов. Свою вину Эдик частично признал. Суд не стал арестовывать обвиняемого. Ему вообще не избрали никакой меры. Рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд полагает, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку для избрания в отношении обвиняемого Амирова меры пресечения в виде заключения под стражу, а также для избрания иной, более мягкой меры пресечения, избираемой по постановлению суда, не имеется достаточных оснований, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Такое решение шокировало родителей травмированных подростков, и они намерены обжаловать такое решение и писать жалобу главе СК Александру Бастрыкину. Теперь они боятся, что друзья Эдика начнут оказывать давление на свидетелей, чтобы те поменяли свои показания. Помимо всего прочего, после того, как в СМИ стали появляться публикации про ДТП, после которых и возник общественный резонанс, привлекший внимание СК. В редакцию одного из них позвонил некий мужчина и представился Романом Тарасовым, при этом у него был хорошо различим восточный акцент. Он выразил свое недовольство нашим материалом. Особенно его возмущала часть о связи Эдика с цыганами и слова местных жителей, где они предположили, откуда у мигранта доход на дорогую иномарку.
Собеседник очень эмоционально высказывал свое негодование и давал нелестную оценку работе журналиста. Обещал с нами разобраться, написать жалобы, отмечается в публикации издания, которое предало огласке звонок недовольного товарища Эдика. Кроме того, этот же мужчина позвонил и в редакцию районной Табучинской газеты, которая разместила в своих социальных сетях публикацию коллег. Там он был еще более резок и даже пообещал нанести визит журналистам. Выяснилось, что местные и его знают, поскольку этот Роман также живет в Табучине, перебравшись туда из Кузбасса. Люди отмечают, что в принципе оттуда много цыган переехало, что вряд ли кому-то понравится. Табучинцы очень недовольны, что в городе разрастается этот табор. Нагло ведут себя очень. Живут хорошо, хотя мы не видим, чтобы они трудились на предприятиях или приносили пользу обществу, рассказывают местные жители. Таким образом, надежда, что созданный резонанс не позволит виновным уйти от ответственности, у местных жителей, кажется, исчезла. Но не будем на этом ставить точку. Вы, наверное, представляете, в какой тональности эту историю в сети комментируют люди. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!